Друзья, привет! В этом видео я поделюсь с вами тремя плагинами, которые прокачают ваше сведение и дадут более полное понимание, как это делать. Прежде чем я поделюсь с вами этой системой и плагинами, я хотел бы рассказать небольшую предысторию. Друзья, я прекрасно помню, как в 2017 году я работал на студии, и каждая моя работа для меня являлась стрессом. Мне нравилось этим заниматься, но у меня была проблема, я не мог правильно балансировать инструменты, и область сведения для меня была за гранью. Я никогда не был уверен в результате, что создавало постоянный стресс. В этом видео я поделюсь с вами этой системой и тремя плагинами, которые прокачают ваше сведение. Они помогли мне и помогут вам. Я до сих пор использую эту систему в своей работе, и она показывает достаточно хорошие результаты. А сейчас я расскажу, какие плагины нам понадобятся. Итак, друзья, первый плагин, который нам понадобится, это Multiband плагин. Это может быть любой плагин. Это может быть как Multiband компрессор, это может быть Imager, все что угодно. В Ableton даже можно разделить спектр аудиореком. Второй плагин. Это бесплатный плагин Exoscope от Smart Electronics. Нужен он нам для того, чтобы визуализировать наш звук и видеть, что происходит, не только слышать. Вот, например, мы слышим музыку, я могу поставить метку, увидеть, на каком уровне это все играет и так далее. И третий плагин, которым я всегда пользуюсь, это Realphonics, потому что у меня нет мониторов, я всегда работаю в наушниках, ну и на всяких колоночках потом проверяю, но в целом вся работа происходит в наушниках. Собственно, этот плагин мне заменяет мониторы и студию. Конечно же, плагинов нам понадобится больше, но эти три основные, которые входят в нашу систему. Друзья, первое, что нам нужно, это референсный трек. Он у нас уже здесь загружен, мы будем на него ориентироваться. Вот так он у нас звучит. Вот наша песня. Окей. Первое, что нам нужно, это мультибенд компрессор или любая мультибенд обработка. Обработка сама по себе нам не нужна. Нам нужно разделить спектр на части. Это низ, низкая середина, высокая середина и, соответственно, высокие. Я хочу, чтобы вы знали, что можно начать с низких частот, как с фундамента. Но если, например, вы работаете над какой-то рок-музыкой и так далее, там где меньше низа, то можно начать с низкой середины. Смысл заключается в том, что мы выстраиваем баланс низа, исходя из референса, и далее он у нас служит как фундамент. Мы не трогаем больше эту область, а двигаемся выше по спектру. Итак, мы начинаем с низких частот, выберем полосу, убедимся, что выбрана низкая полоса, выключаем обработку. То же самое делаем со всеми полосами. Нам не нужна компрессия. Дальше солируем. Слушаем референс. Окей. Теперь нам нужно посмотреть, что происходит в референсе. То есть нас интересует бочка и нас интересует бас.
Окей, вот минус 14 уровень нашей бочки. Теперь мы просто идем в наш микс. При необходимости мы подруливаем громкость, уменьшаем или увеличиваем. Вот, мы уравняли наши бочки. Теперь мы идем в референс и слушаем бас. Так, наш бас минус 20 получается примерно. Слушаем наш. Итак, мы очень быстро и грубо выставили низ. Я сейчас не говорю про проработку какую-то, я показываю систему. То есть понятно, что это подразумевает еще работу плотно с индивидуальными треками. Итак, мы выставили низкие частоты, и теперь время двигаться дальше. Но хочу заметить, мы теперь не трогаем громкость бочки, громкость баса. Когда мы идем в низкую середину, мы работаем с эквализацией. То есть мы уже не трогаем громкость самого инструмента, а с помощью эквализации мы выстраиваем баланс в определенном спектре. Итак, переходим к низкой середине. Солируем, слушаем референс. Итак, видим, что снейр или клэп, он вот добивает до минус 17. Но у нас чуть-чуть громковато. Поскольку наш клэп не имеет там каких-то супер низких частот, в данном случае мы можем его уровнем убавить. Окей. Видим, что в этой области у нас, по сути, самый громкий это клэп. Пока отключу голос. Также включением-отключением инструментов мы можем вычислять, с какими инструментами нам нужно поработать. Также замечу, что сейчас я не буду там всех приколов сведения показывать, я просто покажу, как с помощью эквалайзера я это делаю. Так, без баса все в рамках у нас. Когда мы включаем бас, он у нас выстреливает. Стало быть, нам надо немножко приопустить, найти область между 150 и 1200 и, соответственно, привести в норму. Идем в бас. Я возьму обычный эквалайзер встроенный. Помним, что у нас есть
наш диапазон 150-1200. Итак, мы нашли эту частоту, поскольку уровень у нас немножко упал. Ну как, немножко, нормально. То есть теперь, в принципе, мы можем примерно выставить баланс в этой полосе. Конечно же, используем не только глаза, но и уши. Вернее, в первую очередь уши. Окей, у нас здесь еще играет фортепиано, и мы посмотрим сейчас с ним и без. Ну, у нас фортепиано тоже дает прирост громкости, поэтому мы его немножко притопим. Найдем на слух эту частоту. То есть, когда я балансирую фано, я слушаю бас, потому что я хочу немножко бас приоткрыть больше. То есть я слушаю бас, играя частотами фортепиано. Также мы помним, что если мы сильно уменьшаем низкую середину, то мы также отдаляем, делаем тоньше, меньше инструмент. Поэтому держим это в голове тоже. И у нас есть такая клавиша, такой какой-то некий пад, он только вот в конце играет, в конце фразы. Мы его немножко просто приубавим. Опять же, более правильный подход делать все это эквализацией, но в данном случае в этом паде нет низа, и поэтому я здесь беру уже за основу низкую середину для таких инструментов. Вообще, в целом, это делается эквалайзером. Ну, давайте вернем как было и сделаем эквалайзер. Ну, в целом, хорошо. Идем к вокалу. Так, у нас вокал, в принципе, на таких верхних границах находится практически с клэпом на одном уровне. Так, в данном случае мы немножко, наверное, притопим низкую середину в вокале. Да, немножко еще потише сделаю. Причем можно это сделать прямо на эквалайзере. Минус.
Также мы не слушали вокал с низкими частотами, можно посмотреть, что там. Но вообще, если вокал не низкий, то, думаю, имеет смысл отрезать эти частоты. Ну, практически нет его внизу, потому что я уже отрезал. Ну, первичные грубые такие настройки. Вроде мы закончили. Двигаемся к высокой середине. Слушаем референс. Так, вычислили наш клэпчик. Ну, у нас все вроде хорошо с клэпом. Обратим внимание на бочку. С ней также все хорошо, потому что сэмпл очень похожий подобран. Это очень важно. Если вы не будете заморачиваться на этапе подбора сэмплов, то тогда вам придется очень сильно эквализировать, что скажется на качестве. И теперь мы послушаем голос. У нас голос немножечко просажен в этой области. Мы вновь обращаемся к нашему эквалайзеру. Помним про то, что наш диапазон 1205, грубо говоря. Ну, в целом, близко. Идем дальше. Высокие частоты. По сути, делаем то же самое. Самое главное, на что мы обращаем, это на инструменты, которые содержат высокие частоты. Это в первую очередь вокал, какая-то перкуссия, хэты. То есть смотрим на баланс между этими инструментами. Так, у нас наблюдается перебор. Теперь будем вычислять, где этот перебор. Я выключу все высокочастотную перкуссию, вокал, и будем потом постепенно включать и смотреть. Так, вот римшот выбивается.
Идем дальше. Клэпы. Клэпы. В некоторых случаях я использую low-pass фильтр, в некоторых случаях полку. Тут уже ситуация. Окей. Клэпом разобрались. Здесь все хорошо. Так, громкий хэт. Опять же, в данном случае, я думаю, в принципе, мы можем убавить громкость. Так, hi-hat. В данном случае мы можем убавить громкость, потому что это в основном высокие частоты. Но если хэт серединистый, и вы хотите сохранить середин, то лучше, конечно, эквалайзером убрать высокий именно. Окей. Идем дальше. Здесь, на мой взгляд, можно чуть-чуть подубрать полочкой. И OpenHead. Так, в итоге у нас вот этот вот парниша, он немножко еще выбивает. Вот так мне нравится уже. Ну и вокал. В вокале референсе мы слышим, что высоких больше, чем в клэпах или в какой-то перкуссии, то есть он получается более на переднем плане. Но наш вокал не содержит столько высоких, потому что там нет этих эсок, всех шипящих каких-то звуков. Поэтому у нас это все будет примерно. Я не буду догонять до уровня референса, потому что, как я уже говорил, у нас нет столько высоких в голосе. И поэтому есть риск переборщить. Поэтому, когда вы эквализируете какие-то инструменты, немножко анализируйте, что вы слышите. Не только механическое повторение здесь важно. Вот, собственно,
очень быстро, бегло, только с помощью эквализации мы подтянули уровни в разных полосах. И теперь послушаем, что у нас происходит без фильтрации. В общем, смысл, я надеюсь, вы уловили. Конечно, у нас есть разница в материале, мы не использовали никакие компрессоры, ничего такого. Еще раз подытожу, с помощью мультибенд какой-то обработки мы можем солировать полосы и работать с ними отдельно, слушая референс. Что происходит в референсе, подгоняем под наш трек. В этом и заключается смысл этой системы. Конечно же, как я уже говорил, я показал все бегло. У вас же, конечно, в проекте будет гораздо более подробное сведение. Там вы будете использовать компрессоры, и сатураторы, и кучу всего. Но основная логика заключается вот именно в этом. И как раз, когда я начал использовать эту систему, я стал замечать прям рост в своих работах. И даже когда я пишу аранжировку, я на каких-то финальных этапах могу прибегать к этой методике, чтобы сделать весь трекинг максимально хорошо звучащим до сведения. Друзья, я надеюсь, это видео было полезным для вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы это видео могло помочь большему числу продюсеров. С вами был Салыч, не прощаемся, увидимся в следующем видео.